В 1809 году Наполеон Бонапарт, император французов, был на пике своего могущества. Он только что одержал еще одну сокрушительную победу над Австрией при Ваграме и навязал ей унизительный мирный договор. Но война, которую он начал в Испании и Португалии своим непродуманным вторжением в предыдущем году, продолжала бушевать. Наполеон посадил на испанский трон своего родного брата Жозефа, настроив против него гордую страну. Его войска безжалостно расправлялись с народными восстаниями, разгромив при этом целую череду испанских армий. В феврале 1809 года маршал Ланно сломил героическую оборону Сарагоссы в ходе жестокой осады, которая стоила жизни 54 тысяч испанцев и 10 тысяч французов. Но все же испанцы и португальцы оставались непокоренными. Через 3 месяца после побега из Коруньи англичане вернулись. В апреле сэр Артур Уэлсли высадился в Лиссабоне во главе небольшой англо-португальской армии. Британские красные отряды будут сражаться вместе с португальскими войсками, которые благодаря британской подготовке вскоре докажут свою высокую эффективность. Через 3 недели после прибытия в Португалию Уэлсли выступил против второго корпуса маршала Сульта, который недавно взял Порту. Сульт и его войска, занятые разграблением региона, не имели информации о наступлении британцев, и вскоре они начали стремительное отступление через горы в Испанию. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше. Обеспечив на время безопасность Португалии, Уэлсли запланировал совместную кампанию с генералом Куэстой, командовавшим испанской армией Эстремадуры. 10 июля 2 командующих встретились в Касас-де-Миравете, чтобы обсудить стратегию. Отношения между этими двумя союзниками не были простыми. У Великобритании и Испании была долгая история конфликтов. Испанцы с глубоким подозрением относились к намерениям Великобритании в Испании, а британцы были невысокого мнения об испанской армии, которую считали плохо обученной и трудноуправляемой. Просьба Уэлсли взять на себя командование испанскими войсками была отклонена, но генералы согласились на совместное продвижение по долине реки Тежу к Мадриду, которое должно было быть поддержано генералом Венегасом, наступающим из Ла-Манчи. Перед лицом их наступления первый корпус маршала Виктора отступил к Талавере, где к нему присоединились король Жозеф и 4-й корпус генерала Себастьяне. По французскому плану армия Жозефа должна была оборонять Мадрид, а маршал Сульт вел 3 корпуса с севера, чтобы зайти в тыл англо-испанским войскам и заманить их в ловушку. Но Жозеф, обеспокоенный медленным продвижением Сульта и наступлением генерала Венегаса на Мадрид, решил атаковать у Талаверы. В битве при Талавере британские пехотинцы приняли на себя основную тяжесть французской атаки. Они выстояли и отразили врага дисциплинированным мушкетным огнем и штыковыми атаками. Талавера была небольшой битвой по сравнению с великими столкновениями, произошедшими в том же году в Австрии, но она доказала, что под командованием Уэлсли небольшая, хорошо обученная армия Великобритании была силой, с которой нужно было считаться, даже если в краткосрочной перспективе победа принесла мало результатов. Предупрежденная о приближении Сульта из захваченных депеш, победоносная англо-испанская армия отступила, в то время как король Жозеф с 4-м корпусом выступил против армии Венегаса и разбил ее в битве при Альманасиде.
Осенью того года Верховная хунта в Севилье, эффективное правительство свободной Испании, собрала 2 новые армии для очередной попытки освобождения Мадрида, планируя наступление на столицу с севера и юга. Но Уэлсли, получивший титул виконта Веллингтона за победу при Талавере, был настолько возмущен отсутствием испанского сотрудничества тем летом, что отказался рисковать своей армией. Предсказуемо, неопытные испанские армии столкнулись с катастрофой. При Оканье они потерпели самое крупное поражение в войне, когда меньшие силы под командованием маршала Сульта разгромили испанскую армию, захватив 14 тысяч пленных и 50 пушек. Неделю спустя Северная армия потерпела тяжелое поражение при Альба-де-Тормас. Были и другие плохие новости. Жирона пала перед французами после грандиозной 7-месячной осады. Планы Верховной хунты по захвату Мадрида пошли прахом. А Южная Испания теперь была открыта для широкого нападения Франции. В январе 1810 года король Жозеф отправился на юг с армией в 60 тысяч человек. Перед лицом его наступления испанское сопротивление испарилось. Верховная хунта Испании была свергнута в результате переворота, а Кордова и Севилья пали без боя. Жозеф все еще надеялся покорить испанцев своими прогрессивными реформами, был встречен многими как спаситель от анархии. Только Кадис устоял, его оборона была усилена британской морской эскадрой и был осажден первым корпусом Виктора. Тем временем Наполеон отправил маршала Массена в Испанию с 65 тысячью подкреплений. Он считался одним из лучших наполеоновских маршалов и только что получил звание князя Эслинга за свои подвиги в недавней войне против Австрии. Массена должен был возглавить третье французское вторжение в Португалию, взять Лиссабон и прогнать англичан обратно в море. Он осадил Сьюдад-Родриго, укрепленный город, контролировавший один из главных путей в Португалию. Тот сдался после 2-недельной бомбардировки. Веллингтон, имея всего 33 тысячи человек против 50 тысяч Массена, отступил. Массена перешел португальскую границу и осадил Алмейду. После 13 часов обстрела удачный французский выстрел попал в португальский склад. 70 тонн пороха взлетели на воздух в результате разрушительного взрыва, сделавшим бесполезным все дальнейшее сопротивление. Это был серьезный удар для Веллингтона, который полагался на сильную защиту Алмейды, чтобы выиграть время. В Бусаку он нашел сильную оборонительную позицию и закрепился на ней. Фронтальная атака Массена, направленная вверх по склону, провалилась и обошлась в 4000 жертв. Но на следующий день французы нашли способ обойти позицию Веллингтона, и его отступление продолжилось. Когда армия Массена приблизилась к Лиссабону, его разведчики сообщили нечто совершенно неожиданное. Протянувшись через Лиссабонский полуостров, защищая город от нападения, они обнаружили новую цепь укреплений, состоящую из 2 основных линий, известные как линии Торреш-Ведраш. Британцы и португальцы строили эти оборонительные сооружения более года. Теперь на линии громыхало более сотни фортов, редутов и батарей, укомплектованных 30 тысячами солдат и 250 орудиями. Массена вскоре обнаружил, что линии слишком сильны, чтобы он мог их атаковать. Более того, стратегия выжженной земли лишила окрестностей всего, что могло помочь французам. В то время как португальские партизаны нападали на французские колонны снабжения, пробивавшиеся через горы к армии. Массена оказался в мрачном положении. Не хватало припасов, он был слишком слаб для атаки, но не желал отступать.
Однако на протяжении всего этого противостояния больше всего страдали португальские крестьяне. Когда их деревни и фермы были сожжены, многие укрылись в Лиссабоне, где тысячи умерли от голода и болезней. Вернувшись во Францию, Наполеон был озабочен разводом с императрицей Жозефиной, а затем новым браком с эрцгерцогиней Марией Луизой, дочерью императора Австрии. Теперь она ожидала их первого ребенка. Тем не менее, из Парижа Наполеон часто отправлял приказы своим маршалам в Испании и Португалии, призывая их к более агрессивным действиям. Но когда эти приказы приходили спустя несколько недель, они, как правило, оказывались устаревшими и не демонстрировали понимания проблем, с которыми сталкивались его маршалы. Теперь он приказал Сульту, находившемуся в Андалусии, перейти в наступление, дабы отвлечь силы противника от Лиссабона, чтобы Массена мог взять город. Сульт осадил Бадахос, укрепленный город, контролирующий южный путь в Португалию. Когда 12 тысяч человек из армии Эстремадуры выступили на помощь, они были разбиты Сультом, после чего город покорно сдался, потеряв 8 тысяч пленными и огромное количество запасов. Это был еще один тяжелый удар по вооруженным силам Испании. Но удивительно, что несмотря на такие катастрофы и множество промахов генералов, испанские войска по-прежнему были готовы сражаться, а мужество рядового состава оставалось непоколебимым. Первый корпус Виктора, осаждавший Кадис, теперь был настолько ослаблен для сохранения окружения, что англо-испанский гарнизон решил атаковать. Союзники высадились на побережье, чтобы ударить по французским линиям снабжения с тыла. Но они попали в засаду, устроенную французами в Бароссе. Несмотря на тяжелые потери, англо-португальский арьергард отбил врага. Но яростная ссора между британским командующим, сэром Томасом Грэхэмом, и его испанским коллегой генералом Лапеньей свела на нет все преимущества. Сульт, встревоженный таким развитием событий, вернулся в Андалусию. Тем временем Массена, лишившись продовольствия и не имея перспектив на подкрепление, не имел другого выхода, кроме как отступить. Армия Веллингтона отправилась в погоню, обнаружив свидетельства нескольких ужасающих зверств, совершенных французами против португальских жителей. Шли бои с французским арьергардом, которым блестяще командовал маршал Ней, пока тот не был уволен Массена за критику его руководства. Выгнав французов из Португалии, Веллингтон осадил Алмейду. Армия Массена, теперь отдохнувшая и получившая подкрепление, выступила на помощь. Две армии снова столкнулись при Фуэнтес-де-Аньора. За 2 дня тяжелых боев Массена не смог прорвать позиции Веллингтона и освободить Алмейду. Крепость пала на следующей неделе, но к ярости Веллингтона британская ошибка позволила большей части французского гарнизона бежать. Массена потерял 25 тысяч человек в Португалии. Теперь он потерял и Алмейду. А ряд неверных решений, не в последнюю очередь взятие с собой в поход любовницу, стоили ему уважения офицеров. Маршал, которого Наполеон однажды прозвал «любимое дитя Победы», был отозван во Францию с позором и больше никогда не занимал высших командных должностей. Наполеон послал на его место маршала Мармона. Тем временем маршал Бересфорд, британский командующий португальской армией, был послан с 20 тысячами британских и португальских войск отбить Бадахос. Когда Сульт подошел с силами помощи, Бересфорд выступил ему навстречу к Альбуэре. Это было одно из самых кровопролитных сражений войны. Около 6 тысяч потерь с каждой стороны. Более трети британской пехоты было убито, ранено или взято в плен. Маршал Сульт заявил: «Этих солдат не победить, несмотря на их генералов. Я всегда считал их плохими солдатами,
И теперь я в этом убедился. Я опрокинул их правый фланг, пронзил их центр, и везде победа была за мной. Но они не умеют отступать. Сульт был остановлен, но он был полон решимости спасти Бадахос. Недавно прибывший маршал Мармон отправился ему на помощь, и они снова пошли вперед. Эта объединенная армия заставила англичан отказаться от осады. Но когда Веллингтон отошел на сильную оборонительную позицию по ту сторону португальской границы, Сульт и Мармон не стали его преследовать. Французские командиры в Испании прониклись уважением к Веллингтону и стойкости его войск. На данный момент война в Испании зашла в тупик. В то время как британские, французские и испанские армии пересекали Испанию и Португалию, в горах, холмах и лесах каждый день шла другая война. С 1808 года испанские и португальские гражданские, ополченцы и бывшие солдаты начали брать в руки оружие против ненавистного французского захватчика. Они вели войну из засад и налетов, известную на испанском языке как «Ля Герилья» – «Маленькая война». Бойцы этой организации стали известны на русском языке как «партизаны» или «гвирильесы». Королевский флот Великобритании поставлял жизненно важное оружие, припасы и деньги, часто доставляя их в тыл врага. Большая часть пересеченной сельской местности Испании оказалась под контролем партизан. К северу от Мадрида Хуан Мартин Диас, бывший солдат, известный как Эль Эмпесинадо Упрямец, возглавил сильный 6000-ный партизанский отряд. В Наварре Эспузимина, бывший крестьянин, руководил высокоорганизованной группой, которая создавала хаос для французов, захватывая конвои и курьеров на стратегически важной дороге Бургос-Байона и ставя клеймо «Вива Мина» на лбу коллаборационистов. На западе Хулиан Санчес, известный как Эль Чарро, возглавлял самозванных «Лансерос де Кастилья». Сам Эль Чарро носил фуражку французского гусара с символически перевернутым орлом. По всей Испании действовали десятки других банд, хотя некоторые из них были не лучше бандитов, терроризируя мирных жителей так же часто, как и врагов. Партизанская война была беспощадной, отмеченной чудовищными зверствами с обеих сторон. Больше всего французский солдат боялся попасть живым в руки партизан, которые часто пытали своих пленников, прежде чем убить их. Десятки тысяч французских солдат были связаны этой народной войной, охраняли аванпосты или патрулировали сельскую местность. Дороги были настолько опасны для французских гонцов, что им требовалось кавалерийское сопровождение в 200 человек и более. Многие так и не доезжали. Их ценные депеши переправлялись в Веллингтону, для которого они стали бесценным источником разведывательной информации. Война в Испании в конечном итоге будет стоить жизни 240 тысячам французских солдат. Как это было типично для войн той эпохи, большинство умерло от болезней, хотя потери от партизан оказались больше обычного. Однако именно двойная угроза, хорошо управляемая регулярная армия под командованием Веллингтона и народное восстание поставила французов перед невозможной стратегической дилеммой. Если бы их армии оставались рассредоточенными для борьбы с партизанами, Веллингтон мог бы атаковать. А если бы они сосредоточились, чтобы победить Веллингтона в сражении, огромные территории страны быстро отошли бы к партизанам. Это был Вьетнам Наполеона, или его кровоточащая язва, как он ее называл. Война, которая стоила его империи в среднем 100 человек каждый день, без особых перспектив на победу. А в 1812 году, когда Наполеон начал свое гигантское вторжение в Россию, Веллингтон и партизаны начали собственное наступление, перевернувшее ход войны в Испании.
Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал, ТикТок, группа ВКонтакте и Твиттер. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельюсу и Дмитрию Емельяненко.